Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, сегодня хочу подарить простым людям полезный ритуал. Еще один полезный ритуал. И еще раз предупредить, что если у вас очень серьезные препятствия в жизни, если на вас серьезные вещи наведены, если у вас проклятие рода, если у вас печати, те, которые я перечислила, и прочее, прочее, то такие чистки вам помогут на время. По крайней мере, вас выведут из оцепенения. Если вы работаете с мастером, если вы работаете с практиком, то на пару с практиком вы можете проводить такие чистки, эффект будет сильнее, быстрее ваша чистка получится. Если у вас незначительные вещи, незначительные препятствия в жизни, тогда подобная чистка может убрать это препятствие. Одним словом, эти чистки на разных людях по-разному себя покажут. Но факт в том, что как бы не было тяжело в жизни, и какие бы страшные вещи ни творились в вашей жизни, в любом случае эти чистки, они смягчат во многом удары судьбы. Почему я вам дарю столько чисток? Потому что у людей энергии разные. Кому-то подходит одна чистка, кому-то другая, кому-то все подойдут, кому-то несколько подойдут. На протяжении некоторого времени, когда вы испробуете все работы, вы поймете, какие работы для вашей энергии близки. Вы начнете пользоваться этими чистками или этими ритуалами, которые я вам подарила. Кроме того, когда у человека незначительные вещи, вместо того, чтобы ходить и раздавать свои деньги налево-направо, он может бесплатно, даром взять эту работу и совершить, и получить помощь. И поймите одну разницу. Я занимаюсь магией и колдовством, а вы всего лишь обращаетесь к силам за помощью через меня. Поэтому ваше обращение абсолютно для вас безопасно. Оно вам помогает встать с колен, идти вперед. И ваше обращение – это мольба к силам. Очистки тем более. Так вот, на порченного человека это подействует таким образом. Некоторое время будет облегчение, может быть полгода, год, пока он станет на ноги и сможет найти возможность обратиться к профессионалу за помощью. Для человека, у которого просто препятствия, это возымеет более сильный эффект. Препятствия уйдут. Мы все знаем, насколько важно, когда уходят препятствия, которые мешают нам заниматься любимым делом. Я подарила множество различных работ, убирающих денежные застои, трудности на пути, препятствия, которые мешают. Все эти работы сильны и стоят того, чтобы вы их использовали во благо себе. Но в любом случае чисток и ритуалов на благополучие много не бывает. Чем больше они есть, тем лучше. Это как солдат. Знаете, чем больше оружия у тебя, тем больше ты защищена от своих врагов. А врагов у успешных людей хоть отбавляй. Так вот этот ритуал, я думаю, что каждый раз повторять, что это мой авторский ритуал, не следует, да? За основу взято древнеперсидское поверье и, скажем так, народное поверье, то есть традиция. Сжигать бедствие и бросить в реку или в море. Так вот, брались огромные, там, пропитанные маслом определенные такие специальные палки, либо, как их еще называли, сейчас не помню.
значит, ставили в землю до определенного уровня, они находились в воде и зажигали. И говорили заклинание до того момента, пока не доходил огонь до воды. Здесь только раз не нужно говорить. Мы всего лишь следуем древней зороастрийской традиции очищать дороги человека с помощью огня. Поскольку религия Древней Персии, она огнепоклонничество. То есть огонь считался мировой стихией, Бог считался мировой энергией, огнем. Итак, вам понадобится желательно, не обязательно, но желательно морская крупная соль. Ой, высыпалась, видите? Ну ничего страшного. 4 свечи и подсвечники для восковых свечей. Определенная емкость, большая, желательно металлическая или прозрачная, чтобы на них не было картин. Красная свеча, на которой вы должны написать свое имя. Вода. Как видите, там вода находится. Итак, каждый раз, зажигая свечу, нужно читать определенные заклятия, направленные определенной силе, определенной стороны. Огненные реки называются. Огненные реки часто фигурируют в магии. Как-нибудь я еще раз сниму и расскажу о силах, которые присутствуют в заговорах. Но это вам особо знать незачем. Вы просто совершайте эти работы, потому что в этих ритуалах существует ключ. Вода, вот эта стоячая, символизирует океан. Читать нужно по одному разу, зажигая свечи. Потом, когда вы уже один раз обратились к каждой из огненных рек по 4 стороны света, после того, как вы прочитали один раз, да, зажигая по очереди, потом читайте 4 раза, пока горят свечи. Точнее, извиняюсь, 3 раза. Общее должно получиться 4 раза. После, как вы прочитали в общем количестве 4 раза, зажигайте вот эту свечу, начитывайте последний этап. Я вам по ходу буду показывать. Как только эти свечи догорели, красную свечу потушите и спрячьте. После с огарками свечи, с красным вином и 4 монетами выносите и оставляйте на перекрестке дорог. Перекресток дорог может быть в лесу, может быть в парке, это пешеходный перекресток. Что такое перекресток? Это 4 дороги, крест образуют. Потому что вы открываете дороги судьбы свои. Понимаете? Итак, начнем. Будем показывать и делать по очереди. Потом Яна наберет, всегда она набирает текст, поставит, и уже не будет никаких вопросов. Вы сами поймете, как что надо делать. Сыпем соль в воду морскую. И говорим: о могучий океан, да вечный океан, впадают в океан 4 огненные реки, спасительные, очищающие реки. Реки огненные с 4 сторон света, с востока и запада, с севера и юга. Я обращаюсь к вам, реки огненные, услышьте меня.
О, река восточная, огненная, ярая, подними жгучую волну. Да сгорят в тебе лихая доля, черная зависть, печали и тревоги, денежные застои, и да откроются закрытые дороги. Истинно. Зажгите как бы крест-накрест. О, река западная, огненная и ярая, подними жгучую волну. И да сгорят в тебе все лихие помыслы моих врагов. Их намерения, их злость и подлость, и да откроются дороги мои. Истинно. О, река северная, огненная, ярая, подними жгучую волну. И да сгорят в тебе мои страхи и тревоги, моя боль душевная, и да откроются закрытые дороги. Истинно. О, река южная, подними жгучую волну, и да сгорят в тебе все мои преграды и препятствия, злые умыслы моих врагов, опасности на моем пути. Испепелится и навек уйдет, и да откроются дороги мои. Заклято. Еще 3 раза все это прочитать. Сейчас не хватит памяти, чтобы я прочитала. Далее. Когда вы 3 раза еще прочитали сверху, то есть получилось 4 раза, продолжаем. 4 огненных реки впадают в могучий океан. 4 реки с огненной волной, сожгите препятствия на моем пути. Очистите мои дороги, откройте пути мои, дайте мне свою удачу найти. 4 огненные реки впадают в океан, очищают мои пути дороги. Никому мою долю не отнять, никому мне не мешать, делу моему препятствия не чинить, никому не стоять на моем пути, ни старому, ни молодому, ни бабе, ни мужику. Препятствия на моем пути сгинут, уйдут, сгорят. Да будет так. Заклинаю. О, реки огненные сожгли, поглотили, а пепел и дым, и черную смолу врагам моим вернули. Сила 4 огненных рек мне в помощь. Да будет так. Заклято. Когда все это сказано, снова 4 раза. Забыла говорить. В общем, у нас получается 8 раз заговор. Зажгите свечу красную. И скажите, столько раз, сколько вам лет. Время мое отныне пришло, солнце мое ярко взошло. Все, что мое, все, что доброе, что мне дано, для меня создано, обратно пришло. Заклинаю. Трудно, но нужно. Вы же хотите открыть свои дороги. Далее. Сказали столько раз, сколько вам лет. Ждете, пока эти свечи догорят. Вот, до этого уровня. Потушите эту свечу и храните. Огарок свечи вытащите, отдельно положите. Воду выливайте в раковину и говорите: иди в океан, унеси всю черноту с собой.
Верни им то, что мне дали. Да будет так. Выливайте эту воду. Эту свечу нужно беречь. Скажу почему. Далее. В этот же день постарайтесь, в этот же вечер. Значит, сделайте вечером, чтобы в этот же вечер вынести. Выносите красное вино. Постарайтесь взять такую бутылку, которая открывается, либо откройте дома. Идете на перекресток, выливайте немного вина на перекресток, положите 4 монеты, огарки свечей, повернитесь на каждую сторону перекрестка, то есть 4 раза, и говорите: стою на перекрестке, ищу свою долю, заклинаю нити жизни распуститься и судьбу мою переменить. Заклято. Опять поворачивайтесь на другую сторону. Стою на перекрестке и жду свою долю. Заклинаю нити жизни распуститься и судьбу мою переменить. Заклинаю. 4 раза сказали и ушли. Вам нужно в течение месяца 4 раза провести этот ритуал. Каждый раз точно так же, только свеча должна быть та же самая. Опять зажигаете, опять проводите, пока свечи начинают догорать, потом эту свечу потушить, значит, отдельно сохранить где-нибудь, чтобы повторить в следующий раз. Когда 4 раза проведете, на 4 раза хватает. В конце, пускай она догорит, и вместе с другими огарками вынесите опять на перекресток. Это очень сильная работа, которая реально откроет ваши дороги, какие бы они ни были закрытые. Хотя бы на время, чтобы вы нашли возможность потом обратиться к сильному человеку и исправить свою судьбу. Но для начала это ваши дороги откроет. Имейте терпение и уважение. В течение дня обычно Яна выкладывает, она там все подробно объяснит и скажет, как и что делать. Всем удачи и пользуйтесь во благо себе и своей семье. Всего хорошего.